Привет, товарищ. Сегодня я тебя научу делать прицелы. Для начала мы откроем саму программу для рисования в VTDRAW. Ссылка будет в описании. Для начала мы выберем картинку. Для этого мы нажимаем «Выбрать файл», выбираем картинку, и вот она у нас на холсте. Давайте изменим ее размер. Для этого мы изменяем масштаб и перемещаем по холсту. Также у нас есть непрозрачность картинки. Мне, например, подходит вот так. Чтобы приблизить к картинке, мы используем колесико мыши. Чтобы перемещаться по холсту, мы зажимаем правую кнопку мыши. В игре присутствует лимит 2650. Если вы превысите этот лимит, в игре не будут отображаться следующие элементы. Но чтобы выключить этот лимит, нам надо зайти в наш BLK файл и поставить в этом параметре useModgeEdge с Yes на No. Сохраняем. Перед тем, как начать рисовать, мы используем наши инструменты. У нас есть линия и квадрат. Чтобы нарисовать линию, мы зажимаем левую кнопку мыши и отпускаем. Чтобы нарисовать квадрат, мы 4 раза нажимаем левую кнопку мыши. Обратите внимание, квадрат может быть только выпуклым. Пуклым он не может быть. Он выдает ошибку. А также обратите внимание на этот блок «Объекты». Это список, который отображает количество наших объектов, то есть линий и квадратов. Давайте начнем рисовать. Для этого я выбираю линию и начинаю обводить по контуру этого персонажа. Чтобы сделать непрерывную линию, мы зажимаем Ctrl, у нас появляется такой кружок. Зажимаем левую кнопку мыши, отпускаем Ctrl, тянем линию, отпускаем линию. Все, у нас появилась непрерывная линия. Это также работает с квадратами. Зажимаем Ctrl, нажимаем один раз левую кнопку мыши, второй раз левую кнопку мыши, отпускаем Ctrl и заканчиваем грани. И у нас получаются непрерывные квадраты. Давайте начнем рисовать. Также обратите на кнопку «Принудительное автосохранение». Конечно, программа сохраняет каждые 10 минут автоматически, но мы можем сохранить принудительно, если вдруг нам надо закрыть браузер. Мы нажимаем, у нас появляется значок, и мы можем продолжать работу или закончить ее. Для того, чтобы сделать наш прицел еще красивее, мы добавим еще штриховку, как делают многие художники на сайте VTLife. Для этого мы выбираем второй слой, нажимая эту кнопку. Мы выбираем файл. Я буду использовать свою личную штриховку. Чем меньше масштаб нашей штриховки, тем будет темнее линия. То есть мы можем делать оттенки с помощью штриховки. С учетом того, что на этом персонаже находится несколько цветов, штриховка будет разная. Допустим, для того, чтобы сделать ее голубые глаза, мы сделаем менее плотную штриховку. А также мы можем менять непрозрачность самой линии, которую мы нарисовали. Конечно, эта функция не слишком полезна, но она есть. Также мы можем смещать наш прицел. То есть, если, допустим, я нарисовал справа сверху, я могу переместить его справа снизу, изменяя смещение по Y. Нажимаем кнопку «Применить». Также мы можем изменять масштаб нашего прицела, если мы хотим сделать, например, персонажа больше или меньше. Также обратите внимание, у нас есть границы. Все, что находится за границей этого прямоугольника, оно не будет видно в игре. А также на этом сайте присутствует система файлов JSON, которая позволяет нам сохранять, загружать и делиться нашими прицелами, которые мы нарисовали на VTDRAW. Для того, чтобы нам сохранить наш прицел в формате JSON, мы нажимаем кнопку «Сохранить файл», но нам надо назвать его как-нибудь, чтобы не потерять. Сохраняем файл. Чтобы загрузить, мы нажимаем кнопку «Загрузить из файла». После того, как мы закончили наш прицел, нам надо его экспортировать в игру. Для этого мы нажимаем кнопку «Экспортировать прицел». Нам предлагают сохранить в буфер обмена или сохранить как файл. Для начала давайте выберем «Сохранить файл». У нас сохраняется TXT файл. Открываем его. Не пугайтесь. Это наши координаты всех линий, которые будут отображаться в игре. Мы можем все выбрать, Ctrl-A, и скопировать, Ctrl-C. Для того, чтобы экспортировать наш прицел в игру, я посоветовал бы вам свою программу BLK Gen, созданную на базе Python.
Для этого мы в этой программе называем наш файл. Я назову, например, Caracal. Сюда мы вставляем наш код, который мы получили из текста файла. Выбираем путь сохранения, куда будут сохраняться наши прицелы. Путь сохранения прицелов находится в документы, My Games, War Thunder, Saves, цифры, Production, User Size, All Tanks. И сюда мы нажимаем выбор папки. Нажимаем Start. Наш файл сохранится по такому пути. А также, если вы не доверяете сторонним программам, мы можем использовать другой путь для того, чтобы экспортировать прицел в игру. Для этого нам нужен пустой файл, вы сможете найти его на VT-Live. Я оставлю ссылку в описании. Для этого нам надо пролистать в самый низ и сюда вставить наш прицел. Сохраняем прицел, переименовываем наш файл. Теперь мы переходим по маршруту. Документы, My Games, War Thunder, Saves, циферки, Production, User Size, All Tanks. И переносим наш прицел в директорию игры. Заходим в игру и проверяем. Как зашли в игру, мы переходим в полигон. Нажимаем Escape, настройки, танковые боевые настройки, настройки прицела. И из этого списка в прицельной сетке мы находим наш прицел, как мы его назвали. Обязательно нажимаем сохранить. Если в игре или в списке вы не нашли свой прицел, прожмите комбинацию Alt плюс F9. Тогда у вас перезагрузится вся папка с прицелами, и прицел должен отобразиться. Если все равно в игре не отобразился прицел даже после нажатия комбинации Alt F9, значит прицел либо не работает, либо вы не нажали Alt F9. А также я вас научу, как загружать свои готовые прицелы на сайт VT-Live. Для этого нам нужно сначала создать zip-архив. Переходим по тому же самому пути, где мы сохранили прицел, и мы создаем наш zip-архив. Для этого я использую программу 7zip. После того, как мы сохранили в zip-архив наш прицел, мы нажимаем «Добавить», «Прицел» и загружаем сюда наш zip-архив. Также мы загружаем еще и картинку. Желательно бы делать скриншот из игры, как выглядит прицел. Либо с сайта VT-Live. Заполняем description. После того, как мы заполнили наш description, описание, мы нажимаем Publish, публиковать. Теперь проверяем, что все заполнено правильно и наш пост был опубликован корректно. Всем спасибо за просмотр. Если вдруг останутся вопросы или что-то вы не поймете, присоединяйтесь к нашему Discord архив серверу, мы вам поможем, научим. И, конечно же, пускай война будет только War Thunder.